Если ваш ребенок кашляет, это создает неудобства как самому ребенку, так и окружающим. Особенно если кашель ночной и нарушает сон малыша и родителей. Как правило, кашель не возникает сам по себе. Всегда существует причина его возникновения, которую нужно выявить и устранить. Есть даже специальные люди, которые выискивают эту причину и способы ее устранения. Они называются врачи. Эту тему со мной в нашей студии сегодня будут обсуждать мои гости Ксения и Жанна и наши дети Яна и Жанночка. Здравствуйте. Здравствуйте. Начнем мы с ответа на вопрос, что же такое кашель? Кашель является защитным механизмом организма. Кашлевой рефлекс позволяет вытолкнуть из дыхательных путей посторонние частички, которые попадают туда при дыхании, а также комочки слизи с налипшими пылинками. Так что сказать, что кашель во всех случаях является признаком какого-то заболевания, нельзя. Это важный и нужный для организма рефлекс, проявление функции очищения, выделения во всей дыхательной системе. Поэтому нельзя начинать лечить кашель, прежде чем установлена причина его возникновения. Кашель можно разделить на несколько видов. По характеру – сухой, мокрота не откашливается, влажный кашель с отхождением мокроты, который, в свою очередь, может быть продуктивным и непродуктивным. По давности возникновения – острый, беспокоит до 3 недель, хронический, беспокоит свыше 3 недель. Владислава Витальевна, какие причины длительного кашля без температуры у ребенка? К сожалению, на сегодняшний день в детский сад не всегда детей дают здоровых. Туда идет здоровый ребенок, окружающие дети не очень здоровые, они друг друга инфицируют. Получается, в данном случае воспаляются у нас лимфатические образования, это аденоиды, миндалины, которые должны задерживать инфекцию. Но в данном случае они ее не задерживают, а сами хронически воспаляются. Это хронический аденоидит, так называемый. За более подробными разъяснениями, я думаю, что мы обратимся к нашему врачу Ольге Николаевне Гайдуенко. Нужно четко понимать, что кашель – это всего лишь симптом какого-то заболевания. И у врача-отоларинголога на первом месте стоит задача исключить патологию верхних дыхательных путей, то есть носа, пазух носа, гортаноглотки и ротоглотки. Частые патологии, которые встречаются у детей, особенно возрастная группа – это младший возраст, это воспаление аденоидных вегетаций, то есть аденоидов, их острый процесс или хроническое воспаление. То есть происходит затекание секрета из носоглотки и раздражение кашлевых зон. Из-за особенностей расположения аденоидов можно четко понять, что высморкать данную слизь через нос просто невозможно. И при таком состоянии, особенно при хроническом аденоидите, весь носовой секрет, носоглоточный, правильно сказать, секрет, он стекает в положении лежа на заднюю стенку глотки. Поэтому ребенок у нас кашляет ночью, особенно мама отмечает часа в 3-4 ночи, и в утренние часы после пробуждения. Синуситы, воспаление пазух носа, как острые, так и хронические формы, также аллергические риниты могут сопровождаться таким же навязчивым, непродуктивным, длительным кашлем. Основная причина все та же, то есть происходит затекание секрета слизистого или гнойного, если это острый процесс, на заднюю стенку глотки, гортаноглотки. Этот синдром постназального затекания изолированно или в сочетании с другими заболеваниями является основной из частых причин такого затяжного кашля. Очень часто при обращении родителей у нас происходят такие случайные находки, когда, отправляя ребенка на дополнительное обследование, проведя КТ околоносовых пазух или рентген, мы находим кисты верхнечелюстных пазух. Это уже хронический процесс, и он также дает такой вот кашель. Также всегда нужно помнить, что мучительный, сухой чаще кашель, который мешает жизни ребенка, бывает при патологии гортани, как при остром, так и
при хроническом ларингите и также при папилломатозе гортани, который чаще всего встречается у мальчиков. Поэтому своевременное обследование ребенка, а по необходимости рекомендации консультация фониатра, она помогает нам исключить эту патологию, применить какой-то комплекс терапии и облегчить состояние ребенка. Установить очаг, установить причину кашля, назначить курс лечения как острого процесса, так и хронического процесса дает хороший положительный эффект. И наши дети и родители спят спокойно. Хотелось бы добавить, что вот такой длительный кашель при аденоидите, он совершенно не сопровождается никакой клинической картиной в легких, то есть врач-педиатр ничего не слышит. В клиническом анализе крови нет никаких изменений. И самое главное, что этот кашель исчезает, когда мы проводим какие-то лечебные манипуляции в носоглотке, то есть закапываем нос, промываем нос. И данное лечение, конечно, должно назначаться лор-врачом. То есть при длительном кашле мы идем к лор-врачу? Да, именно при длительном кашле без температуры обязательно такой ребенок должен посетить лор-врача. А сейчас я предлагаю немного прерваться и послушать, что думают наши дети про кашель. Кашель – это когда мы заболели, и у нас начнется сухой кашель. При простуде, при ангине, при бронхите. Бывает кашель сухой, он самый плохой, а бывает мокрый. Например, когда мы кричали на улице, холодный воздух, задышались. Когда ты кашляешь, скребется горло. Иногда я так кашляю сильно, что даже до кухни мой голос долетает. Нам нужен кашель, чтобы очищать организм, выгонять мокроту из легких. А лечится он специально сиропами, таблетками, медом, чаем. Мне полоскали горло. Владислава Витальевна, я слышала, что ночной кашель может быть при аллергии у ребенка. По статистике где-то 30-40% детей, посещающих детский сад, могут иметь аллергическое заболевание. Здесь тоже клиника очень напоминает где-то даже аденоидит, то есть это длительный кашель без температуры и усиливающийся в ночное время ближе к утру, потому что в основном аллергия на сегодняшний день вот у таких детей такого возраста связана с клещом домашней пыли. Он живет в подушках, в одеялах, там то место, где мы спим. Кроме того, что он провоцируется простудными заболеваниями, он еще может вызываться физической нагрузкой, эмоциональными срывами. Есть обструкция, которая вызывается при смехе, при плаче, смена климата. Вот, например, очень такая влажная, промозглая погода или там ветреная может тоже вызывать обструкцию. Ну и такой кашель, кроме того, что это он длительный без температуры, обязательно это затрудненное дыхание, это свист, слышанный на расстоянии. И если вы правильно нашли причину кашля, то это можно вылечить. Владислава Витальевна, я знаю, что при коклюше дети могут кашлять месяцами. Но а вообще это правда? Особенность коклюша и на самом деле длительный кашель. Микроб уже давно ушел, он покинул организм ребенка, а ребенок кашляет в течение дня, ночью, кашляет приступами, до рвоты, краснеют глаза, наливаются кровью лицо, бывает даже лопаются сосуды. И если в основном дети у нас вот маленького возраста, 2-3, они прививаются от коклюша, и они болеют реже, то на сегодняшний день, конечно, в основном болеют подростки и взрослые, потому что последнюю прививку, если делать все правильно, от коклюша проводят в 1,5 года. Через 3 года иммунитет уже снижается. Через 5-10 лет его практически уже может не быть. И как раз вот эта группа детей, подростки, у них очень часто выявляется коклюш. Конечно, он может быть не так опасен, нет каких-то там летальных, смертельных исходов, но длительный кашель – это, в принципе, гипоксия, это нехватка кислорода, это
страдает не только сердце ребенка, это вообще-то голова страдает от нехватки кислорода. Конечно, он опасен для подростков. Владислава Витальевна, в интернете пишут, что ребенок может кашлять из-за глистов. Это реальность или миф? Это реальность, просто глистные инвазии, особенно для детей возраста, наверное, 3-6 лет, которые посещают детский сад и общаются друг с другом, играют в песочницах, в общем-то, где у нас гуляют животные порой, общаются с домашними животными, с животными, которые на улице есть. Да, на самом деле это не миф, это реальность. И есть такие, например, глисты, аскариды. Личинки аскарид, если вот вспомнить биологию, они размножаются в легких. И, в принципе, дети от них могут кашлять. И, может быть, нужно ребенка обязательно обследовать. И к какому специалисту мы идем, значит? В принципе, можно начать с педиатра, можно обратиться к инфекционисту, гастроэнтерологу, гельминтологу. В принципе, почему нет? А от чего все-таки еще может кашлять ребенок? Причин на самом деле, как вы уже поняли, очень много. А одной из причин может быть аспирация народного тела. Дети очень часто играют мелкими игрушками, и можно по неосторожности, да, он там забывает, эту игрушку, беря в рот, может проглотить. Кроме этого, еще большое внимание нужно уделять факторам окружающей среды. Конечно, если ребенок часто болеет, длительно кашляет, никто из родителей уж в окружении его не должен курить. То есть табачный дым, он является тем самым раздражающим фактором, который может привести к длительному кашлю у ребенка и, кстати, спровоцировать в том числе и аллергию. Кроме этого, есть такая еще проблема, это тоже больше связано, может быть, с подростками, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Это когда происходит заброс желудочного содержимого в пищевод. Это в основном бывает ночью. И такие дети, подростки, жалуются на ночной кашель. В данном случае он обусловлен не мокротой, которая находится в легких, а вот этим запросом желудочного содержимого, раздражающим его действие на пищевод, на ротоглотку. Ну и последнее, что об этом тоже должны помнить родители, что есть еще психогенный такой фактор, это психогенный кашель. По данным исследованиям, где-то он составляет, наверное, 10% от всех причин. Но дети у нас, они, знаете, такие манипуляторы, больше родители. Если они точно не хотят идти в детский садик, и они точно знают, что если он закашляет, они же вас уже просчитали на ходы, вы его точно оставите дома, в детский садик не поведете. Поэтому желательно знать, конечно, там, состояние тех самых, там, общения ребенка с воспитателями, насколько ему нравится воспитатель, насколько дети там ему прям радуют в этом садике, потому что вот психогенный фактор, его на самом деле никто не отменял. Как видите, причин длительного кашля очень много. Давайте посмотрим, что знают об этом наши мама и папа. Чем может быть вызван длительный кашель у ребенка? Астма, конечно, знаю. Это бронхиальная астма, аллергическая. Это может быть длительный кашель. Прошла через это со своей дочкой. Неправильным лечением только, наверное. Да, вот у нас в данный момент аллергия на пыль, как ни странно. Это может быть воспаление, надо идти к врачу, лечиться. Ну, как минимум послушать стоит, конечно, обязательно, чтобы никаких осложнений не было. Сухо дома, да, недостаточно поет ребенка. Осложнения после вирусной инфекции. Владислава Витальевна, какие действия родителей, когда ребенок длительно кашляет? Нужно срочно обратиться к врачу, если ваш ребенок кашляет больше 2-3 недель. Это самое главное. Второе, если кашель имеет мучительный приступообразный характер, и если у ребенка, прям вы слышите, из груди раздается свистящее дыхание, это может быть обструкция. Третье, на что нужно обратить внимание, что если появляется слизисто-гнойная мокрота, дети ее могут откашливать, и видите, что она прям зеленая. Это признак бактериальной инфекции. Это может быть даже и пневмония начаться уже. И четвертое, самое главное, если ваш ребенок принимает антибактериальные препараты, вы видите, что в течение 3 дней, то есть 48-72 часа, у вас сохраняется температура. Это тоже нужно обратиться обязательно за повторной консультацией к врачу. И нужно, конечно, ребенка обследовать. Самый главный анализ, я вот не устану это повторять, должен быть клинический анализ крови. Сходить на консультацию, если все-таки кровь хорошая, к аллергологу, для того, чтобы исключить аллергию. Он вам проведет там или аллергопробу, или какое-то обследование лабораторное назначит.
И обязательно уже следующим этапом будет исключение различных хронических вирусных, бактериальных инфекций, паразитарных, о чем мы сегодня с вами говорили. Это, конечно, нужно делать обязательно. Спасибо вам большое, Владислава Витальевна, за ценные советы. Огромное спасибо. Да, столько информации, все так полезно. Вам спасибо, что вы пришли. Я думаю, что вот то, что мы сегодня с вами проговорили, вам поможет в дальнейшей жизни ваших детей. Обязательно, Спасибо. да. Родители, помните, невинный кашель может быть единственным проявлением грозного и тяжелого заболевания у вашего ребенка. Пусть лучше врач не выявит никаких отклонений, чем заболевание будет скрыто прогрессировать. С вами была программа «Школа детского здоровья». Не болейте!